Друзья, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория, если кто не знает. Со мной сегодня Ульяша. С нами очень много ароматов. И с нами блотеры. Поэтому что у нас сегодня? С нами еще Фрида. У нас сегодня слепые затесты. И я бы даже их назвала, это слепые затесты от Тани Шеремет. Потому что тут будут те сэмплы, которые она мне положила в слепой затест, и еще просто, которые она мне прислала, они уже подписаны. Я буду вот так вот рандомно доставать, и Ульяша будет выкладывать. У Ульяны появился телеграм-канал про книги. Мотивирует читать. Еще очень хорошо, когда ты что-то читаешь, и есть с кем обсудить, с кем поделиться. Книга как будто бы не исчезает, потому что так иногда прочитаешь, закрыл и забыл. Всё. Да. А так ты, правда, что-то остается, открываются новые грани. Когда, например, ты вообще не знаешь, что почитать, открываешь телеграм-канал Ульяны, и там на выбор. Причем мне нравится в твоем канале, что есть как книги такие более легко читаемые, не то, что они прям легкие, а именно легко читаемые. Вот. А есть какие-то прям такие трудные, не знаю, философские, какие-то тяжелые. То есть из чего выбрать. Ну да, я потому что делаю такой список себе сама на месяц и пытаюсь как-то разбавлять, чтобы все-таки не загрузиться окончательно. Так, все, я отворачиваюсь. А ты не подсказывай. Так. Вообще абсолютно рандомно. Сама не знаю, что достану. Я, кстати, вот про те ароматы, которые Таня мне прислала, подписанные, да, не в слепой затест, я о них еще не рассказывала. Ох. А ты тоже их не знаешь? Ну как, нет, я их тестила, боже мой. Все? Да. Ой, такой ты очень интересный. Мне очень сложно описать. Такой ты нишевый. Угу. Чувствуешь что-нибудь гурманское в аромате? Да, тут что-то есть съедобное, как будто, может быть, что-то кокосовое. Вот это, как всегда, что-то такое знакомое в голове крутится, но здесь именно знакомое не потому, что я знаю этот аромат, а знакомое что-то вот из повседневной жизни. Не могу никаких придумать ассоциаций. Ну, если честно, у меня это не ассоциируется с тем, что это есть. Да. И даже с названием аромата у меня это не ассоциируется. Ты его не знаешь, сразу Нет, скажу. да, я тут, скорее всего, ничего не знаю. Нет, тут будет то, что ты знаешь. Угу, точно будет. Просто в какой-то слепой зоне сейчас вся информация. Ну, это сладко? Да, это сладко. Прям очень или нет? С горчинкой? Это не сладко, не с горчинкой, это больше что-то древесное. Это как будто бы вот это не то, что пахнет кокосом, но это какая-то структура, это вот что-то может быть деревяшистое, ореховое, может быть, что-то. Ну, тебе нравится или нет? Мне нравится. Ты бы носила это? Да, попробовала бы. Но это очень такой унисекс. На мужчине легко, на женщине легко. Мне нравится. Я тебе оставлю этот блотер, ой, точнее, этот сэмпл. Это ателье Матри какао порселана. Какао. Да, ну да. Я какао не чувствую. Не, я вот, знаете, вот чувствую что-то такое вот кокосовое, может быть, да, вот какао, но вот как бы вот я какой-то вот крошка чего-то, что, знаете, вот у кокоса вот у него же твердая вот эта ореховая скорлупа, и вот как будто бы что-то прям очень близкое вот к этой скорлупе, что-то очень твердое. Удивительно про запах сказать твердый. Нет, ну я понимаю, как будто ты имеешь в виду скорлупу это и пахнет с налетом этого, как будто его не отодрали до конца этот кокос. Ну и, видимо, какао, может быть, тут есть какие-то, как что-то сливочное, и вот как раз что-то сливочное от кокоса. Ну я знаю, что он Тане не понравился. Мне, вот она его когда описывала, он ей хоть и не нравился, я подумала, может, что-то в нем есть, но мне он тоже не зашел. Я чувствую вначале как будто какую-то микстуру от кашля, вот что-то такое, такие ноты какого-то сиропа я чувствую.
Мне все равно чувствую. Сейчас ты сказала какао, теперь это из слепой зоны вышло, но мне чувствовала, что это съедобное. И вот что-то знакомое, как раз недавно я купила какао. Могла бы угадать. Мне кажется, что просто у всех были разные лекарства. Когда кто-то говорит, это пахнет микстурой от кашля, а я такая... Знаете, чем мама меня лечила? Расскажи. Горячим молоком со сливочным маслом и чесноком. Я же помню этот рецепт. И когда я только слышала этот рецепт и угрозу того, что меня этим напоят, я сразу выздоравливала. Да, значит, ты не пробовала эти микстуры. Чем? Да, мне кажется, я даже сама знаю. Это, кстати, можешь даже смотреть, это с номерком. Номер 7 это то, что мне Таня присылала в слепых затестах. Это несъедобное. Может быть, это какие-то цветы. Ну, тебе что-нибудь напоминает? Ну, это больше мне люкс напоминает, чем нишу. Угу. Ну, а что-то такое знакомое, может быть? Не знаю, мыло мне напоминает. Может быть, тут жасмин есть. Из прошлых лет. Ничего не напоминает? Нет, мне напоминает, что мыло с жасмином. Это фрагонар. Да. Такое очень хорошее мыло. Приятный запах, но мне не хочется его наносить на себя. Он прям супер свежий. Может быть, тут жасмин, может, лилия какая-нибудь. Ну, что-то цветочное для меня. А какие-то ноты там похожие с императрицей, пересечения не чувствуешь? Нет, тут даже сейчас намеки твои. Не, императрица для меня какая-то фруктовая. А тут не чувствуешь фрукты? Нет, тут чувствую цветы. Даже чувствую цветы и зелень от цветов, от стебли какие-то. Угу. Абсолютно ничего фруктового не чувствую. Фрида уже заскучала. Давай. Короче, это из семияки Лё Десей. Тут есть дыня, но я ее чувствую как арбуз, а мне это очень напоминает этот фрагонар. У них есть диамант, что ли, что-то такое, что-то там амур, про любовь такой аромат есть. Угу. Ну, возможно, это напоминает и какое-то мыло от фрагонар. Потому что... как бы пошли мы в одном направлении. Да, потому что на фрагрантике его вот сравнивают с этим ароматом от фрагонар. Ну, тут правда есть как будто что-то от фрагонара. Да. Я вот сразу у меня ассоциация, хотя я вообще не видела, не слышала. Мы честно не сговаривались. У фрагонар вот есть что-то такое вот во всех ароматах, в мылах, ну вообще в их изделиях. Это не видео, это привет. Да. Просто смотрим блогера Лену Галан, да, и она часто про одежду говорит изделие. Но мы вообще очень любим ее смотреть, она очень классная. Вот. И засела. Так. Это опять с номерочком. Мне все равно нравится отворачиваться, даже если я не вижу, что там написано. Это, мне кажется, вот эта вот водка. Да. Ты мне давала пробовать. Мне очень нравится. Я не знаю, забыла, что это такое. Это Пингбоа Стефан Умберт Лукас 777. Мне так нравится старт. Просто обалденный. Я не могу его описать. Это какой-то леденец. Но все, больше я его уже не чувствую. Ровно минута. Я его больше не чувствую. Я попробовала его на себе. И да, он слетел очень быстро. Причем он стоит... Я, правда, не чувствую. Он стоит очень дорого. Но это вот эти вот флаконы, которые такой со змеей. Вот, и он стоит очень дорого. Который есть розовый и голубой, да? Который... Вот это ярко-розовый такой. Вот он стоит очень дорого, но слетает. Ну, с меня не так быстро, так как у меня холодная кожа. Но с тебя быстро. Просто обалденно. Он такой леденец какой-то, такой свежий. Я не знаю, там насчет водки. Сложно мне сказать. Может быть, это правда какой-то алкогольный напиток, такой очень какой-то вкусный, с какими-нибудь, может быть, цитрусовыми. А клюкву не чувствуешь? Мне почему-то тут клюква чувствуется, хотя там, кстати, малина есть. Да. Ягодки вот такие кисленькие. Он абсолютно не сладкий. Старт мне очень нравится, но, к сожалению, он слишком скоротечен. А ты, Фрида, подглядывай.
И мне расскажешь. Фрида, как только увидела, что мы собираемся снимать видео, сразу к нам прибежала. Мы ее не насильно тут держим. Вот это что-то съедобное, как будто бы. Угу. А что съедобное? Сладкое что-то? Или что это может быть из десертов или из ягод, фруктов? Из какой это как будто бы фруктовый десерт какой-то. Там есть фрукты, но он на тесте, как будто бы. Фрукты выложили на тесто. Интересный, необычный. А еще эти фрукты полили шоколадом. И сейчас уже в шоколад все ушло. Но такой шоколад не ядреный, это не темный шоколад. Он больше такой сироп шоколадный. Все. Только сироп остался. Тесто ушло, фрукты ушли. Да, для меня это вообще лучшее какао в парфюмерии, которое я пробовала. Но здесь есть ром. Вот ром часто дает такой оттенок фруктовый. Но я ром чувствую как изюм. Я вот не чувствую его как алкоголь обычно, где он заявлен. Очень приятно. Да, это, кстати, Герлен Гурман Какан. Да такое у него название смешное, что я сделала. Вот. Там прям очень вкусное какао. Вот тут я чувствую какао. Вот в ателье Матери вообще не чувствую никакого какао. Я чувствую. И удивительно, я чувствую здесь и здесь. Они разные. Здесь более сладкий, здесь более сиропный, а здесь именно более какао-порошок для меня. Да. Вот. И здесь это больше похоже на парфюмерную композицию, а здесь это больше похоже на гурманское, прям что-то съедобное. Да, вот я говорю, самый натуральный какао вообще, который я когда-либо пробовала. И, кстати, этот аромат у Герлен перевыпустили, потому что это уже была снятость. Но он стоит 350 за 50 миллилитров. А это в какой? Бутиковый? Бутиковый, да. Сейчас он в бутиковой линейке называется Фев Гурман, по-моему, так называется. Лучшее название. Представляете, Вика у нас дома уже почти 2 недели, а она мне не разрешала пользоваться этим парфюмом, готовя меня к слегка тестам. Да, сегодня почти последний день. Так это что-то знакомое? Где-то я это чувствовала. Это этот, который... Блин, это не тот, который я назвала... Киллиан. Это Love. Да, правильно. Да. Это так и есть Love. Да? Это Love, да. Я, кстати, стала его узнавать, потому что я стала им пользоваться. Да. Ничего себе. Ничего себе. Так. Там аплодисменты сейчас. Фрида проснулась такая. Что, все, закончили? Фрида, такая ты смешная. Мне нравится этот аромат. Зимой я прям его люблю. Сладенький, ты такой смешной. Ты так хотел на съемки, а тебе скучно, да? Скучно уже, надоело, да, уже снимать. Если бы мы пробовали какие-нибудь ароматы с беконом, с сыром, да, то она была бы более воодушевлена. Да. Они такие все разные. И так интересно, мне прям кидает по американским горкам из стороны в сторону. Этот мне не очень нравится. А что ты чувствуешь? Он вообще не сладкий. Как психолог. А что ты чувствуешь? Мне нужно лечь на кушетку. Тут какие-то цветы. Какие-то весенние, может быть. Желтые, как будто бы. И как будто чуть индолит. Такое не стала бы все наносить. Он не резкий, он не какой-то прям. А что тебе больше напоминает? Люкс или нишу? Мне больше напоминает люкс или нишу.
Куда ближе? К люксу или к нише? Какой-то, может быть... Я не знаю, что такое ретро-ароматы, но как будто бы про него хочется сказать. Ретро-аромат. Какой-то бы люкс, может быть, ретро. Цветочный. Шанель какой-нибудь даже мог бы быть. Угу. Согласна, кстати, похож на Шанель. Но именно на люкс. Именно на люкс, не на бутиковую. Да. Да, это что-то такое. Это могло бы быть очень популярным, очень таким распространенным. Он какой-то очень такой типичный, как будто бы в нем. Но мне он не интересен. Сейчас или раньше? Раньше. Угу. Сейчас вот я его называю ретро. Угу. Но вот это не то ретро, в котором есть пудра. Многие говорят, что для многих... Многие говорят, что ретро — это пудровые ароматы. Тут у меня пудры никакой нет. Нет, цветочный какой-то он. Так, ну это Луи Виттон. Я не знаю, как читается это первое слово, но еще у меня размыто, видишь, такое. В общем, я напишу что-то там Гоа Батан. Что-то такое. Гран Батан. Ну, не знаю, я напишу. Я не знаю. Ну вот мне тоже напоминает что-то ретро, что-то шанелевское. Даже, может, Шанс. Может, Шанс чуть более сладкий, нет? Этот какой-то прям... Более свежий? Да. Я не знаю. Ну, прям для меня какой-то сильно олдскульный. Угу. Вообще не в моем вкусе. Так, дальше. Все? Да. Вкусно. А что там? Сладко. Гурманское опять что-то или нет? Да, кстати, тоже похоже на Kilian Love. Да. Что это? Ты знаешь. Я забыла. Ну, ты знаешь? Я забыла. Ну, опиши, что ты чувствуешь. Ваниль. Угу. А цветы? Роза? Нет. Наоборот. Так, давайте-ка градацию. Что наоборот к розе? Ромашка? Белые цветы. Тубероза? Нет. Лилии? Жасмин? Ну уже. Флёр де оранж. Это этот, что ли? Да. Нет, ты что? Это Ариана. Ариана? Да. Я знаю Ариану. Ну, в смысле, я тебя оставляю. Прямо версия Арианы. Ульяша носила этот аромат 2 дня, да, по-моему, ты его носила. Я спрашиваю, тебе нравится? Она говорит, да. Я говорю, я тебе оставлю. Сейчас я сказала, мне не понравилось, да? Нет, ты еще не успела. Не успела так сплоховать. Сказать. Нет. Вот, я просто себе заказала 30-ку. Вот. И я так удивлена. Я думала, ты его сразу. Ну, розы же тут. Нет, там флёр де оранж, там ваниль, там, короче, какие-то белые еще цветы. Может, и есть жасмин. Лав, который был. Нашла лав? Они очень похожи даже по пирамиде. Да, но как будто бы вот в этот лав цветов добавили. Они мне очень похожи. Они правда очень похожи. Я еще и думала, что сейчас тебе дам, ты сразу скажешь, что это такое, типа, зачем ты мне вообще это даешь? Нет, это гурман. Вот он. Да, похоже. Да, похоже, просто это уже чуть выветрился. Угу. Вот Таня, кстати, говорит, что ей лав пахнет немножко сиропом от кашля. Я же говорю, у всех вообще свои средства. Мне вообще... И дай бог создадут средства, которыми меня лечили. Это будет что-то супер нишевое. Может быть, тогда мы никто болеть не будем. Да. Короче, нравится мне этот аромат, да? Хорошо. Прикольно, причем
ты какие-то, я тебе давала потестить, типа Умберт Лука, вот этот вот Боа, и ты его прям очень быстро, так один раз чуть-чуть на руку и запомнила. А этот ты носила 2 или 3 дня. Причем он похож еще на лав. Да. Я думала, ты прям сейчас не сразу скажешь. Это так иногда бывает удивительно, да, как вслепую, они по-другому ощущаются. Но я его на волосы наносила, как будто бы он по-другому, более воздушный, что ли, был. Но он мне нравится, да. Вкусно. Фрукты или здесь что-то еще? Я так подсказываю незаметно. Ну вот, может быть, если бы это и фрукты, то я не могу считать. Как будто это какие-то нереалистичные фрукты и немножко ментол, я чувствую. Если бы это была какая-то конфета, даже если бы она была фруктовая, то, возможно, в ней было бы немножко еще шоколада и мяты. И зелень сейчас какая-то пошла немножко. Ниша, люкс. Мне кажется, ниша. Но она прям интересно, прикольно так. Оно каждую секунду меняется. И каждый раз по-разному. А что тут, фрукты, да? Но это какие-то с кислинкой фрукты. Может, это, что я забываю название, коричневые, которые нужно разрезать, и там внутри зернышки. Маракуйя. Маракуйя, ну близко, тоже тропический фрукт. Вот, да, это пахнет маракуйей. Какой бы это фрукт ни был заявлен, мне пахнет маракуйей. Ты его не узнаешь? Нет. Ну что говорить? Это Keep Glazed The House of Food. Это такой вот. Это который тоже ты не давала, да? Да. А тогда у меня манго пах. Тогда манго, да. А сейчас маракуйя. Ну, когда ты тогда брызнула его в воздухе в отдалении, он правда пах манго. А вот сейчас я прям максимально близко его нюхаю. И даже если это манго, то это не зрелый манго. Помнишь, мы еще говорили, что там есть... С кожуркой как будто бы, да, в кожурке у манго есть вот такой хвойный аспект. Хвойный, да. Ну вот мне все-таки больше пахнет маракуйей сейчас. Ну, реально, ароматы вслепую вообще по-другому ощущаются. Хотя непонятно, вроде они все тут из сэмплов. Флакон никак не влияет, название тоже. Но все равно, не знаю, как это работает. Но мне нравится. Фрида что-то от нас ушла. Ну, у нее сейчас сон час. Да. А тут съемки неожиданно. Так. Что? Надо будет его еще раз на себе поносить. Ты про что? Вот этот последний хаус. А я так понимаю, вся коллекция какая-то дорогая, да? Да. Спасибо. Так что, если тебе что-то нравится, то не меньше 300 евро. Пожалуйста. О. А это не тот хитрый аромат, который я разоблачила? Да, он хитренький. Я не знаю, как он называется, но он похож на этот. Он похож на Эдалт. На Эдалт, ты говорила. В шлейфе причем. Это Дрис Ван Нотен, Сантал, Гори. Короче, мне непонятно. А сейчас он чаем запах травным с мелиссой. Очень классный аромат. Короче, Вика нанесла этот аромат, и я ей говорю: ты что, этим ароматом Эдалтсом набрызгалась? Он такой: нет, вообще рядом не стоял. Я говорю: он очень пахнет в шлейфе. А она нюхает и говорит: да нет, он тут травы, какая-то свежесть, зеленое что-то. Инжир, да. Вот. А потом я набрызгала волосы, и она тоже почувствовала в шлейфе этот аромат. Я такого не встречала. Аромат, когда его вот от себя так вот
ощущаешь, он как будто свежий, инжирный, даже зеленым листом, с сандалом немножко соленым, а в шлейфе он сладкий, вот как Adults. Ой, это очень классный аромат. Очень классный, согласна. Обалденный. Тут сейчас вот понюхай, прям чай, мелиса, свежесть какая-то, мятка как будто бы тоже есть. Ну вот он так ощущается от себя, а в вот шлейфе он сладкий, чуть-чуть солено-сандаловый, чувствуется инжирное молочко, ну вот все, что в Adults заявлено. Он очень классный. Очень классный аромат. У них, кстати, у Dries Van Noten на сайте можно заказать 3 travel-версии на выбор. И еще я хочу у них попробовать, тут напишу название, не помню его. В общем, у них офигенно красивые флаконы, но они большие. А вот этот набор из travel-версии, он тоже очень красиво оформлен. А там разные можно заказать? Да, и можно вот этот, например, я хочу вот этот. Потом это аромат, которым у них в бутиках обычно пахнет. Он какой-то там, кстати, с шоколадом, по-моему, какой-то вроде гурманский. Вот его и еще какой-нибудь третий. Я недавно покупала подарок для подруги в отделе Dior. И они мне, значит, я хотела свечку купить, и они мне разрекламировали один аромат, что вот он пахнет точно так же, как в бутике. Я на тот момент забыла его название, но в итоге, пока они мне упаковывали, положили другой. А я главной подружке, когда дарю, говорю, вот, там такой аромат, говорят, что везде им пахнет. Так что надо внимательно перепроверять. Очень классный этот Dries Van Noten. Как будто бы мне уже тоже надо. В Париж бы, да? Прям туда, вот, в бутик бы слетать. Ну вот прям в сам Париж, вот действительно только если в магазин сходить. Да. Тоже мне все нравится-то. Так смотришь, что тебе не чувствуешь? должно было понравиться? Тоже сложно описать. Тоже фрукты, наверное, какие-то. Какие фрукты? Под вопросом. Ну, свежий больше, он сладкий, какой, гурманский. Вот вообще не могу сказать. Но он сладкий, но не сильно. Фрукт я не узнаю, наверное, тоже какой-нибудь тропический. Может быть, какой-нибудь персик? Может тут быть персик? Да. Тут вполне может быть персик. И цитрусы. Ой, это же не мой слепой затест. Ну, кстати, цитрусы я не чувствую. Цитрус, если что-то, какая-то кожурка. Приятно. Очень. Сладенько тоже, какая-то конфетка. Вкусно, не знаю. Ниша, люкс. Ну, что-то мне подсказывает, что тут дорогая ниша одна сплошная. Таня, могла бы что-нибудь подешевле предложить? Из семияки. Вообще подешевле. А мне он понравился? Ну, который на фрагонар похож. Ну, вот он мне меньше всего и понравился. Ну, вот Таня точно так же их выбирает. Извините. Короче, вкусно, да. Я бы такое поносила. Тебе сказать, что это? Ну, конечно. Это Луи Виттон Атрапе Риве. Сейчас ты скажешь, что я его критиковала, да? Да, на мне прямо. Шансом я его называла. Нет, мадемуазель Коко, ты сказала, что вот я иду с тобой рядом, а у тебя ощущение, что идет какая-то женщина в возрасте. Ладно, я сейчас скажу. Скажи. Он сейчас меняется. Нет, в нем я лично вижу отголоски мисс Диор Шери. Кстати, да, вот сейчас попробовала мисс Диор Шери, мадемуазель Коко. А в конце дня он вообще на мне пах ангел и демон. Что-то какая-то смородина, что-то там такое. Ну, то, что в ангеле и демоне. Вот прям узнаваемо.
Мне этот аромат нравится, ну правда. Но мне нравится и Мисс Дёршери, и Мадемуазель Коко, которую ты не выносишь, и Ангел и Демон мне нравится, но в Луи Виттон есть все. Все сразу. Интересно, вот может быть это тоже в шлейфе, оно мне не понравилось. Так нюхать приятно. Нет, ты сказала, что тебе приятно, что нет ничего там Да, неприятного. мне просто как будто бы дисбаланс с Да. Викой был, потому что этот аромат как будто бы не в ее вкусе. Мне так кажется. То есть он как бы тебе нравится, но вот Ну именно да. когда я твою коллекцию изучаю и рассматриваю, как будто бы он не должен быть у тебя. Я просто к тебе никогда не прихожу в Мадемуазель Коко, потому что я знаю, что ты не выносишь. Никогда не приезжаю в Мисс Дёршери, у меня есть же маленькие, есть аналоги, я тоже никогда, потому что знаю, что ты не переносишь. То есть часть моей коллекции в тени от тебя, которая живет, которую ты не знаешь. Но если я знаю, что человеку не нравится, зачем я буду, да? Вот приеду в Синтри, тут и буду каждый день брызгаться вам. Но у меня уже прорыв был. Я в магазине очень долго блоттер держала около носа. Титры. Я все продолжала кривиться, но уже продолжала нюхать. Так скоро, как вот полюблю. Ну, короче, я правду говорю, что если я знаю, что человеку не нравится, я не буду. О, это что-то, что... Я не помню, что это за номер. Я даже не помню, что это за аромат. Да. Какая-то деревяшечка, но с чем-то сладеньким. Угу. Может, какой-то джин. Приятный такой. Причем он прям как будто бы такой унисекс. Вот этот, например, мне больше на женщинах, на мужчинах я мало силы. Это Луи Виттон? Да. А вот этот, мне кажется, на мужчине красиво тоже будет. Угу. Мне нравится. Люкс или ниша? Я все-таки спрошу. Или масс-маркет, может быть. Я думаю, ниша. Угу. Ладно, я тебе сразу скажу, что это. Это Apple Brandy on the Rocks от Kilian. Я что-то алкогольное, да? Да. Ну, я тоже... Ой, он классный. Бренди, джин, какая разница, может, они такие... Да, и у меня тоже, когда я его тестировала вслепую, это из слепого затеста, у меня тоже была ассоциация с мужчиной. То есть вот я вот такое вряд ли... Нет, я прям представляю, что я его ношу, но мужчина в этом аромате. Вот бы мне понравился. Вот я так же говорила. Я прям всем мужчинам посоветовала. Мужчины. Да. Обратите внимание. А еще идите в нем в книжный клуб. Да, это мы вычислили. Если вы хотите найти себе девушку. Серьезные отношения. Мы просто были в Порто и шли по очень клубной улице. И там были одни только мужчины. Там было очень много разных клубов, баров, и огромными толпами шли мужчины. И заходили, и выходили, стояли, курили, выпивали. И не было ни одной девушки. И мы подумали, а девушки-то все в книжном клубе, потому что в наших книжных клубах мужчины вообще не ходят. Ну, один там приходил. Вот, я так понимаю, не на каждую, да, встречу? Ну, он недавно вступил к нам в клуб, и вот это была его вторая встреча. Понятно. Да. Вот, поэтому мужчины, одевайте этот аромат и приходите в книжный клуб. А у меня была почему-то еще ассоциация, знаешь, с библиотекой или с каким-то кабинетом. Почему-то, что вот там кабинет, полки с книгами из такого дорогого дуба, и где-то есть алкоголь. Ну, то есть вот там стоит бокал с дорогим алкоголем. Там есть какой-то оттенок такой дубовый. Как... Фреднуша неудобно. Да, Фреднуша неудобно. Так, я хочу что-нибудь взять, о чем я не рассказывала. Ну вот. Вот это вот возьмем. Да. Вот это. Вообще я Kilian очень люблю.
Мне он нравится. Они все такие разные, они все такие интересные. Они просто сбивают с толку. Если ты с одного не можешь найти никакие ассоциации, подобрать, как это назвать, то следующий, значит, будет еще более сбивающий с толку. Но это не цветочные. Угу. Почему-то какой-то мне коричневый цвет ассоциация с каким-то. Какое-то тут дерево какое-то есть. Может, он тоже какой-то алкогольный? Может быть алкогольный? Нет, там вроде нет алкоголя. А мог бы быть. Не знаю. Но старт мне у него нравился больше. Немножко подусаживается. На коже по-другому пахнет, если честно. Угу. Прям вообще по-другому. Что-то в нем какая-то... Хотя нет, цветы тут есть. Мне кажется, все-таки сейчас появились какие-то цветы белые. Может быть, лилия? Но он такой крепкий. Если бы это был алкогольный напиток, он был бы крепким. Такой мощный. Старт мне нравился больше, чем сейчас. Не знаю, у меня нет идей. На коже вообще по-другому звучит. Это Мелиора от Parfums de Marly. И тут черная смородина. И вот на коже я ее чувствую громче всего. И да, какие-то там цветы, даже не помню какие. По-моему, белые есть. Может, даже там чуть-чуть розы. Ну, в общем, для меня. Но вот на блотере я тоже не чувствую. Почему-то. Не знаю. Для меня, правда, все продолжает быть какой-то крепкий алкогольный напиток. Какой-то, вот даже, знаете, может быть, не совсем алкогольный напиток, но что-то вот прям такое, ну, тебя так вот берет и не отпускает. Коктейль какой-то. Да. Так. Ну, это не что-то такое свеженький чаечек на солнышке со смородиновым листом. Нет, это не об этом. Так, все. На самом деле последний. Потому что, мне кажется, уже много мы тестировали тут все в блотерах. Мне кажется, очень вкусно у нас в комнате пахнет. А почему-то, мне кажется, старт похож на старт предыдущего аромата. А это может быть тоже парфюм де Марли? Нет. Ой, вот сейчас он расходится, мне не нравится. Ну что, старт был приятный. А сейчас... Тут тоже флёр d'orange есть, да? Ну, возможно. Я не помню всю пирамиду. Вот сейчас он Синтру напоминает. Ну, он, да, тут тоже есть белые цветы и сладость. Ну, то есть он тебе рассинтру, значит, это все-таки ниша. Да? Нет, мне вообще не нравится. Нишу напоминает. Он прям, знаете, такой сладкий, что аж прям вот так приторно, так прям аж сводит, все аж зубы скрипеть начинает от этой сладости. Очень сладкий. Ну, он в шлейфе лучше, если честно. Так вот. Это уже... Так он мне мог не понравиться. Вот так вот в шлейфе он лучше. Это La Maison de la Vanille, Noir, Тоскана, Ванилья, Райсин, Eau de Parfum. Короче, там в составе есть виноград. И он вот этим виноградом вообще мне чем-то напоминает L'Interdit от Givenchy. Да, сейчас виноград почувствовала. L'Interdit от Givenchy напоминает, ну и там еще есть тубероза. Здесь я не помню, есть тубероза, но вот виноградом очень напоминает ее. Вот это вообще не мое. Записывайте, ко мне не надо в этом парфюме. Да, я запомню. Мне кажется, что он такой же лучше звучит. Вот. Ну, в общем. У него старт был такой немножечко обманчивый, такой какой-то сладенький, даже необычненький, а потом вот что-то в нем засинтривило. 13 парфюмов. Мне кажется, что хватит, что уже все, да? Да. Особенно после всяких мощных ароматов. Типа вот этого. Все, друзья. Фрида вот у нас заспанная такая, да.
Спасибо, что были с нами. Ставьте палец вверх. Лапки вверх поднимайте. Да, подписывайтесь на канал. И подписывайтесь на Ульяшкин телеграм-канал про книги. Это очень интересно, познавательно. И на самом деле, если вы хотели читать, но как-то все не собирались, не было времени, правда, канал мотивирует, затягивает, потому что Ульяша читает и рассказывает. И ты такой, да что ж такое, сам открою, посмотрю, что ж там такое происходит. Вот, все, всех целуем, обнимаем, всем пока-пока. Пока-пока.